Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео на примере рецепта вот такого апельсинового крема я хочу показать вам, как из дорогого крема, то есть из дорогих продуктов, сливки, здесь сыры дорогостоящие будут в этом креме, сделать в разы более дешевый крем, более бюджетный. Получится необыкновенный, просто вкусный, устойчивый, глянцевый, воздушный, самый главный крем для украшения и для начинки тортов, пирожных и капкейков. Делать его можно, этот крем, абсолютно с разными вкусами. То есть все ягоды и фрукты подходят. Я вам все пропорции сейчас расскажу, как правильно его приготовить. Крем получается очень многофункциональный и готовится очень просто и быстро. И в разы экономит средства. И благодаря своей рецептуре, что мне в нем нравится, он получается очень легким и воздушным на вкус, несмотря на то, что он превосходно держит свою форму. Итак, начинаю готовить уже сам крем. Снимаю цедру с одного апельсина. Естественно, все, наверное, знают, что снимаем только до белой кожицы, иначе крем уже будет горчить. Я здесь использую апельсин с пометкой био, то есть он не обработан химически. Как снять с него вот этот химический слой? Огромное количество видео есть в интернете. Посмотрите, пожалуйста, и обработайте обязательно апельсин перед употреблением. Итак, цедра с одного апельсина. Из двух апельсинов я выжимаю сок. У меня получилось здесь 140 мл сока. Апельсины у меня здесь такие кисло-сладкие. Я добавляю поэтому 70 грамм сахара на всю эту массу. Здесь ориентируйтесь по вкусу ваших фруктов или ягод. Если очень кислые, экстремально кислые ягоды, допустим, добавляйте 100 грамм сахара. Добавляю туда 2 яйца среднего размера. Яйца я добавляю целые, то есть не желтки. Если у вас есть желтки, вы можете добавить 6 желтков здесь. Это все на ваше усмотрение. Кто, может быть, не знает, куда деть желтки. Превосходное применение для любого курда. На желтках эта масса будет еще вкуснее и однороднее. И сейчас на умеренном огне, в ковшике с толстым дном, при непрерывном помешивании я довожу всю эту массу до кипения, провариваю 10 секунд и сразу же снимаю с огня. Переливаю на сито. Здесь цедра у нас останется в сите, где-то там белок подзаварился. Все это процеживаем через сито, лишнее удаляем, и у нас остается превосходная масса. Добавляю туда 30 грамм сливочного масла. Обязательно советую добавить масло. Маслом вкус как бы завершается у этого курда. Очень советую обязательно добавить масло. 9 грамм желатина. Желатин силы примерно 220 блюм. 4 столовые ложки воды. Холодной кипяченой воды 40 мл. И сразу же все перемешиваю. Ни в коем случае нельзя давать желатину просто вот так вот неразмешанным стоять до набухания, иначе он превратится просто в общий комок. Желатин у меня набух, буквально 20 секунд импульсами я его прогрела в микроволновке. Распущенный желатин вливаю в апельсиновую массу, просто перемешиваю все это лопаткой и отставляю пока в сторону, чтобы немножко остыла масса. Она и так уже не очень горячая, но чтобы она остыла. Итак, готовим уже сам крем. 400 мл охлажденных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне. Готовим основу. Сливки берем, естественно, жирностью не менее чем 30%, и все молочные продукты должны быть охлажденными. Взбиваю сейчас все это до устойчивых пиков. Масса эта взбивается превосходно, главное ее здесь не перевзбить. Когда она уже будет у вас практически стабильная, прекращайте взбивание. Когда вот такая уже пышная, практически устойчивая, скажем так, масса получилась, комнатной температуры, апельсиновая смесь у меня здесь с желатином, вливаю вот так тонкой струйкой. И миксер не на полной скорости делаю, чтобы не брызгалось, и очень удобно все это вливается. То есть, как вы видите, вот эта масса, которую я вливаю, желатиновая, консистенцию имеет, как у питьевого кефира. То есть она не должна быть густая. Это нормально, это так и должно быть. И она такая слегка-слегка тепловатая у меня, слегка теплая, скажем так. Все это сейчас быстро прорабатываю миксером до объединения. Где-то полминуты до пышности взбиваю. И вот такой прекраснейший, ароматнейший, вкусный крем. И очень устойчивый, главное. И он сейчас будет фиксироваться по мере еще того, как вот он будет стоять у нас в миске.
Перекладываю его сразу в кондитерский мешок. Сейчас покажу вам, как он отсаживается из кондитерского мешка для украшения. И сейчас же покажу вам, как он ведет себя в начинке торта. Тоже я вам сняла здесь коротенькое видео, чтобы вы все посмотрели. Вот такой прекрасный глянцевый крем у нас получается и очень устойчивый. И это он еще не стоял в холодильнике. Естественно, этот крем вы можете взбивать и в планетарном миксере. Он будет еще более красивым, вообще без всяких пузырьков. Это просто я показываю для тех, у кого нет большого миксера. Насадка у меня кондитерская здесь 2D. Отсаживаются прекрасно из него вот такие сразу же украшения. Просто если сравнить с тем, сколько жидкости мы влили сейчас в сливочную массу, и сразу он стал вот таким устойчивым. Этот крем можно готовить абсолютно с любыми фруктами и ягодами. И готовить нужно обязательно с яйцом, чтобы был вкус. Потому что если готовить просто из ягодного пюре с желатином, вкус будет абсолютно не тот. То есть нужно готовить ягодный курт. Крахмал я туда не добавляю, даже ни одну столовую ложку. Я уже пробовала и с крахмалом это все, естественно. Без крахмала мне нравится больше по вкусу и по консистенции. Сейчас я показываю вам, как он отсаживается именно в начинке, в торте. Вот такие вот устойчивые уже линии из него. В следующем видео, бог даст, будем собирать торт с этим кремом. Очень интересный торт. Сейчас я показываю вот такие линии уже устойчивые идут. Прекрасные. Вы смотрите, сколько мы влили туда жидкости и как себя прекрасно ведет в начинке этот крем. Он очень дает сразу четкий рельеф, и в то же время он остается необыкновенно просто легким и воздушным. Я считаю, что это очень-очень важно, когда хочется именно облегчить начинку. Сырные кремы часто используются в начинках, но и легкие кремы тоже нужны в начинке. И в то же время начинка нужна нам очень стабильная бывает. Как вот в этом торте, допустим, ягодная начинка у меня там будет такая подвижная тоже. И смотрите, я уже двойным слоем отсаживаю вот эти вот полосы из крема, и как хорошо они все держат форму, как они прекрасно держат ягодную начинку. Вот такие вот большие намеренно розеточки я здесь отсаживаю из этого крема. Еще раз вам показываю. То есть крем превосходно просто держит свою форму. Если вы захотите брать ваши любимые какие-то ягоды или фрукты, любую ягоду можно брать, также перетирать через сито, также добавлять либо желток, либо яичный меланж, как вот я добавляю уже в моем видео, то есть целое яйцо. У кого нет такого количества желтков, вот так он прекрасно держит форму. Я еще раз здесь отсадила вам уже вот такие большие розеточки. То есть крем просто изумительный, ароматнейший. С любыми фруктами и ягодами можете готовить и сэкономить, то есть сделать более бюджетным этот крем. Потому что хорошую четверть массы этого сырного крема мы здесь заменяем соком, водой и яйцом. Это будет дешевле, чем сырые и дорогие сливки. Вот так, если его взять ложкой, вы посмотрите, как он берется ложкой, то есть не превращается в жидкость, он прекрасно держит свою форму, он не сползает с ложки. Я вот специально вам тоже этот тест здесь показываю. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.